Всему Ютубу привет. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Увидел, какие вы задания просили выполнить с доски. Обязательно их сегодня пройдем, там пару заданий. И перейдем, естественно, к основным миссиям. Движемся, развиваемся. С вас лайк, подписка, колокольчик. Ну а мы продолжаем стримы каждый день на канале Твича. Ссылочка внизу в описании. Также не забывайте подписываться на Инстаграм, на мою личную страницу, на Телеграм-канал. Подписывайтесь на все. И я, как всегда, с вами. Погнали! Так, нам нужно покинуть Белый сад, но, вы знаете, мое личное мнение, я бы, наверное, открыл вот здесь вот кое-что. И посмотрел все-таки задания, которые на карте, есть ли они. Это знаете, какие задания? Вот эти вот на досках. Вот эти вот задания. На доске объявлений. Кстати, нам как раз в эту сторону щемится. Давайте я прям через основной. Через портал мы быстренько прыгнем. Чего? Так, через портальчик. И прям вот сюда мы запрыгнем. Кстати, заметили, как в Ведьмаке погода ухудшилась? Сегодня на съемках у нас была очень хорошая погода сегодня. Прям в Подмосковье солнышко просто радовало. Я не знаю, какая-то, знаешь, такая вот весенняя как будто погода. Хоть и подморозило, но было очень круто. Пойду к доске, подбегу. Может, что-то интересное, что-то новое найдем. Гуси. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите, га-га-га. Суки тупые. Задание. 2 задания висит, между прочим. Давайте их возьмем. Ну и, конечно же, мы их прочитаем. Я единственное, что не понял, это... Где нам их читать? Я так понимаю, в инвентаре, да, наверное? Вот здесь вот, которые книжечки у меня. А может быть и нет. Пока вот, к сожалению, я не вкурил, где эти задания читаются. Письмо от Йеннифер. Угу. Подождите, но эти мы уже задания выполнили. Я так понимаю, наверное, вообще мы все выполнили, правильно? Новая статья в бестиарии. Вы знаете, а мы, наверное, все задания выполнили. Это очень хорошо. Отвары мы здесь с вами прокачали. Давайте-ка мы к гномику зайдем. Прокачаем на всякий случай оружие. Вы мне тоже сказали, Лех, не забывай оружие апать, потому что, ну, неплохой бонус к урону дает. Ну и, конечно, на халяву почему бы и нет. Так, ну и пойдем мы с вами вместе с Весемиром приготовиться покинуть Белый сад. Ну что ж, пойдемте в таверну. Так. Йеннифер в Изиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Это еще кто такие? Патриоты. 7-ю чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Нильфгаарцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться. Хоть в этот раз. Какие-то очень странные у меня впечатления, что сейчас проблемы нас сами найдут. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят? Что ты шлюха нильфгаардская? Оу. Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева Божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине Пусти! задохнулось. Что? Не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Оставь!
Опа! Так, расчехляем, пацаны. Рамсы, как обычно, все Знаете проблемы этот из-за баб. медальон, люди? Знаете, что он означает? Отойдите. Ты цела? Охренеть, просто нос сломали. Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Ага. Что вам император обещал, выродки? Землицы? Сколько Как их там? это Трое? в войне? Пятеро? Пятеро? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. Ща, пацаны. И вы тоже. Ща вы кайфанете. Они уже не отступят. Давай, поехали. Вижу. Больно! И хорошо. Вырываюсь. Не отпускай его! Вопросы есть? Вопросов нет. Они даже не поняли, что произошло. Гутен Морген, мистер Фриман. Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Как-то быстро. Ну, максимальный уровень сложности, но, ребята, урон у меня бешеный. блоги. Уходите и не возвращайтесь. Попили пивка. Ну вот и все, не вмешивайтесь. Спасибо за подписки, ребят. Пойдем. О, Не мы это начали. папа, это был не я. О, Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился Это не я. ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. сорян. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но в Изиме. Седлайте коней. И вот на этом моменте ко всем фанатам Ведьмака, коих насчитывается огромнейшее количество. Сань, привет. У меня есть один вопрос. Вы же читаете книги по Ведьмаку, вы знаете историю Ведьмака. Напишите в комментариях к данному ролику на ютубе, откуда у Ведьмака на лице в игре по лору этот огромный шрам на лице. Вот вам задание. Я с радостью прочитаю, потому что я реально сам не знаю. Принципиально не буду гуглить, но вот этот шрам, пожалуйста, напишите откуда. Последние 6 месяцев я провел в седле, я не видел тебя 2 года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Эмгир? Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Йеннифер на него, что ли, уже Чувства, от работает? которых нельзя отказаться? Я не отказалась, хотя могла бы. Что он такое мог предложить? Ну, давай послушаем, что он скажет. Ну хорошо, можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгаарда, сеньор Метины, Эббинга и Гимеры, суверен Назаира и Виковара наверняка сочтет это за честь. Значит, со мной разговаривал, нет? А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню.
Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Боится Йеннифер чего-то. А уж если она даже боится, то 120 опыта прилетело на халяву. Что за имена такие? Она что, на эльфийском говорила? Слушай, чат, кстати, задает по теме вопрос. Странные, да, имена. Длинные. Белое солнце, белое облако, там и так далее. Что-то какое-то больно длинное название. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала. Ничего подобного. Потом Что? Мне почему-то это напомнило «Властелина колец». Помните тоже? Там эти назгулы были, если я не ошибаюсь. Что-то, да, тоже есть такое. Жестко. Поговорим об этом завтра. Хорошо? После аудиенции. Ну, минус 4 стражника, кстати. Только они на волках. В Ну, поисках Йеннифер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. по крайней мере, мы ее нашли. Будем отталкиваться от хорошего. Так, а какой, говорите, это век-то был? Куда? Не понял. Пожалуй, достаточно. думаешь, императору важно, не слишком ли длинные у меня уши? Милостивый государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. О, Ваша милость, присядьте на этот бержан. Куда? На этот стул. ясно, театрал. Понятно все. Клэдвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. В смысле? У него охрененная прическа. Какого? Слышь? Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгаарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. Я долго был в дороге. Неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. Ты даже не вздумай здесь бороду сейчас сбрить. Я сразу из игры ливну. А также ответить на несколько вопросов. Ваше превосходительство, не знаю, подходящий ли сейчас момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морвран Воркис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед императором, ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения.
Это лишь необходимая формальность. Разумеется, бумаги должны быть в порядке. Итак, Чё они так на меня Джеральд из смотрят? Риви. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Я так думаю, что это из предыдущих частей. Мы их, к сожалению, не проходили. Понятия не имею, кто такой Ариан. И здесь очень сложный выбор, на самом деле. Потому что... По-моему, у нас не было этого. Давайте двоечку нажмем. Мы сражались по разные стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. Ариан бежал. И при побеге поджег замок. Я думаю, что это из предыдущего Так Ведьмака. вот откуда пожар. Ха, наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном Флотзаме и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. Блин, вот здесь вот сложные ответы, потому что не было у меня... Вторую часть мы с вами не играли. Понимать бы вообще, о чем речь идет. Я не знаю, чат пишет единичку. Давайте, ребят, единичку поставим. Может быть, когда-нибудь руки дойдут до второй части Ведьмака, и мы поймем, о чем идет речь. Давайте Я единичку. вырвался оттуда вместе с Верноном Роше, командиром синих полосок и... Убийцы нелюдей. Этот субъект нам известен, Ведьмак. Интересные ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Ха, если что, побреем еще раз. Затем, бесславная встреча в Локмуине. Ты был там и снова вмешивался в дела сильных мира сего. Ну что ж, чат, подсказывайте. Здесь, к сожалению, я бессилен. Давайте придумаем свою историю Ведьмаку. Ну, мне больше импонирует первый, наверное. Хотя мнения в чате разошлись. Давайте Поскольку единичку сильные прожмем. мира сего заточили Трис Меригольд. Сложно. Вы должны знать, что этот человек мне близок, а я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе, в распоряжении Родовида целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую Шалу де Тансервиль на куски. Чат. Чат. Знать бы, кто такая Шала. За единичку все топят. Допустим. Смотрел это верно и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из Гулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Хм, ну что же. В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Ай. Допустим. Вы еще не расторгнули этот союз? Что с Лето? Хм, я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Ах, вот как. Значит, Лето от вас скрывается. Наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он, а если б знал, то не сказал бы. Даже с бритвой на горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью и так Я далее, и пальцы так крестиком далее. держал, не считается. Здесь и еще вот здесь.
Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Геральт. И удачной аудиенции. Давай, держи в курсе. У меня такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Что за кукол? Сейчас же, внимание вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. Черный, черный и черный. Осуждаем. Мы в Нильфгарде не любим кричащих цветов. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Мать его. Виль, Да вы гоните. он же ведьмак Нордлингов. Ну не в центре точно. Ну-ка потише там, я тебе сейчас дам. Знаю, мне по душе больше этот. Господи. И в полотенце, короче, прикинь, пошел. Ну все, нет. Че за мальчик? А говорят, не платье красит человека. Ваша милость, вы довольны костюмом? Ну, кстати, нормально смотрится. Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? По волчьи выть, такая. родной. Что теперь? Знаток. Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Чего? Ну давай, убедимся. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. У меня, говорит, свой поклон. Я человек простой. Зашел к начальству. Повторил. Не, ну а как мы к начальству все заходим? Че, нет, что ли? Что, у нас по-другому, что ли? Какой поклон? Че? Плохо, плохо, плохо. Еще раз. Да нормально же депчик был. Стопа вытянута, Да ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Что ж, движением недостает плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. Тройка, двойка. Левая нога вперед. Так, а у вас тут есть что, нет? К императору, ваша милость, будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие? Вижу, ваша милость в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Это мне пригодится. Они не обеднеют. В смысле вор? Я просто взял. Может, я переоденусь? Я ж красивый. Если что, продам. Верну, в смысле, да. Оговорился просто. Им гриме айп арт херзер
Дейтвин Аден Инкарн Айп Морвуд, Эмгир Бар Эмрейс. Поклон! Окей. Но все-таки мы в гостях, как бы. Вроде как проявить уважение надо. Ладно. Император. Арер Айп То Орде. Эвелен Наман Вадгарн. Ваворд. А по-русски можно? Спасибо. А, типа рассосались все. Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у камергера были неприятности. Он славный мужик. Лёг, скажи, когда серия будет. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирила Чего? вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Хера себе, Цирила. Найди ее и приведи ко мне. Ну, сейчас тебе. Почему я? Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч, 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верю. Что за негатив? Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. А чё она такая там? Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы Расхерали. потому, что я тебе заплачу. Вот. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. 300, и я погнал. Мне нужны сведения, а не мотивация. Так бы Цири сразу. оставляет мало следов, поэтому найти ее будет непросто. Можешь рассчитывать на помощь моей разведки. Спасибо за И хосты. армии, если возникнет необходимость. О как. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Меррит, Во славу Адуна, брат. проводи его к чародейке. Извини, я по-своему прощаюсь. Чё за язык? Он похож на польско-немецкий. Я даже не пойму, что за диалект. Это монтаж был, монтаж. Магия. Мол, он колдун! Да он колдун. Это я сервер изменил. Просто там дропы. Сейчас, ребят, фризов не будет, все. Это Twitch, как обычно, говной воняет. Спокойно! Спокойствие, только спокойствие. Вы что делаете? Мало того, что он держит меня здесь, как позже предоставится время для прогулки. Прошу за мной. Да подожди. Мастера гильдии гробовщиков. Это как в армии, что ли? Главное, чтобы чем-то занимались. Главное, чтобы это... Это как ломом плац подметать, слышь? Один в один. Сразу армию вспомнил. То же самое. Да, полностью с тобой солидарен. Слушай, дай шапку поносить. Шапка хорошая у тебя. Говорят, женщины севера молятся раз в 3 месяца. Это правда? Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Я уже закончил, отец. Давай это... Очинил перо? Тогда записывай. На самом деле, власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские советники, а церковь Вечного Огня и преступники. Иногда одних трудно отличить от других. Всем им в равной степени свойственны беспринципность и цинизм. Россия без коррупции. Прошу прощения, Геральт, ребят, лаги были. в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение.
И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Да какого хрена, женщина? Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Блин, 2 года Да, змея душил, и в похоже смысле? на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Блин, Цири Маленькая красивая. ведьмачка выросла в приличную девицу. Не, ну она явно выросла. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Блин, сколько ж лет-то прошло? Лет Многое изменилось. 15. А вот Больше, ты наверное. ничуть. Ну, Как Йеннифер, мне не ну... хватало этих твоих неловких комплиментов. Мать, ну... Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь? Вот сама я иди ищу теперь Цири ищи уже ее, много женщину. месяцев. Хер я куда пойду. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Да, вот кто девушки меня смотрит, дорогие девушки, я вас очень прошу, не будьте такими, пожалуйста. Ну немножко-то можно было. Ну там, и все. Ну что началось? Так где именно видели Цири? Ну не 5 В минут двух бы, местах, никого бы нет. В Велине и в Новиграде. Что начинается-то? След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме На пару минут не распутье говори. спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. Ну так чисто. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Меригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Сейчас пока послушайте, ребят, Прежде окно чем открою. мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет, это я была тебе не нужна. Вы с Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда? Ничего не Отличная помню. отговорка. Ничего не помню. И то, что Давай тогда не я был будем в на постели эту с тему. 3 девушками, Если я тоже еще ничего не раз помню. услышу «все не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Ничего не помню. Память отшибла. Вот в бою мечом по башке дали, ничего не помню. Честное слово, я и в суде так скажу. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Да, кстати, Дело надо твое. одежонку-то Кстати, забрать. Тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если не ты вдруг каблук. захочешь узнать, что случилось в мире, Спасибо. пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатре. И, Геральт,
Я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. И все, что ли? Куда? Ведьма. Он же ведьмак. Посол Варатре? Попили пивка. Йеннифер говорила, что тебя можно расспросить о текущих делах в мире. О войне, обо всем. Разумеется, у одного слуги императора не может быть секретов от другого. Позволь, перейдем к карте. Кстати, это сейчас может быть интересно. Как идет война, не считая того, что она неизбежно закончится триумфом Нильфгаарда? Мы беседуем с глазу на глаз, без свидетелей. Так что давай оставим пропаганду, даже под маской иронии. Наступление шло замечательно, до зимы. Мы разбили темерские войска в пух и прах. В Аэдирне был такой хаос, что никто даже не сопротивлялся. До первого снега мы вышли на линию Понтера. Остался ослабленный Каэдвен и рядание Родовида, который проигнорировал мольбы всего Севера о помощи. Мы думали, что он запросит мира, может, даже принесет вассальную присягу. Уверенные в победе, ждали, когда Было бы сойдет логично. снег. Родовид принесет присягу? Да, мы зря надеялись. Вместо того, чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска, Родовид прошел через заснеженные Пустульские горы и атаковал Каэдвен, своего союзника. Родовид застал их врасплох, а поскольку каэдвенцы и так упали духом, достаточно было нескольких проигранных стычек, чтобы они сложили оружие и перешли на сторону Редании. Так, к весне вместо 2 ослабленных врагов у нас был только 1, зато могущественный. Кажется, я услышал в твоем голосе восхищение. Родовид враг, но я не могу отказать ему в хитрости. Он провел нас как детей и не слишком сообразительных. Вернемся к войне. По весне дело дошло до великой битвы на пастбищах Велена. Великой, но не решающей. Потери с обеих сторон были огромные, пожалуй, беспрецедентные. Родовид отступил за Понтер. Пока что он там в безопасности, до тех пор, пока с юга не придут подкрепления. Тогда император Имгир Варемрейс расправится с ним окончательно. А почему вы просто не пошли домой? Сберегли бы всем силы и множество людских жизней. Боюсь, ставка слишком высока, чтобы бросить карты. Теперь можно играть только ва-банк. Как сейчас в Велене? Плохо, как всегда. А может, даже хуже. В этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами. А теперь он захлебнулся в крови. Войска прошли через него несколько раз. Вытоптали поля, ограбили амбары, сожгли деревни. Начался голод. Понятно. И как у вас получается управлять этим раем на земле? Не очень, честно говоря. Наши силы и так растянуты, а Велен — это сплошные топи и густые леса. Тяжело контролировать такую территорию. Многие патрули не возвращаются в гарнизон. Так что сейчас там правит от нашего имени один Нордлинг. Он был мелким офицером в Темерской армии. Филипп Стенгер, более известный под своим Ном-де-Гер Кровавый Барон. Ном-де-Гер — это, наверное, типа прозвище. Не связывайся с ним. По-хорошему тебе советую. Вы знаете, всегда, когда были вот эти средневековые, да, древние войны,
когда вот, допустим, одна территория переходила из рук одних в другие, потом опять те отбивали, короче, вот это вот постоянно трешак. После всего этого, когда уже территория закреплялась за одной из армий, да, или государств, оставалась одна очень большая проблема, которая, ну, зачастую перерастала в эпидемии и так далее. Убитых, в связи с тем, что их было огромнейшее количество, то есть там просто слой на слой уже люди лежали, их просто не успевали там сжигать, убирать, хоронить, да, то есть закапывать, и начинались эпидемии, то есть это отравленная вода, водоемы, реки, там подземные воды, да, то есть и в результате чего, то есть начинались всякого рода там, короче, просто там целые бедствия. Поэтому тупо средневековье, да, вот в чате правильно пишут. Так что как-то так. Какие вести из Новиграда? Про кровавого барона я запомнил. Вольный? Да, хотя все знают, что ненадолго. В Оксенфурте сидит Родовид, а император здесь, в Изиме, слишком близко. Обоим нужны деньги и мощный флот, а Новиград может дать и то, и другое. Поэтому атмосфера в городе несколько нервная. То есть? Как люди справляются со страхом? Они ищут утешения и козлов отпущения. Дефолтная тема вообще. Церковь Вечного Огня прекрасно это понимает. Поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных. Кто развязал войну? Кто на ней зарабатывает? Известно кто. Чародеи, эльфы, краснолюды. Словом, выродки. Я на должности в Новиграде уже 13 лет. Сперва как консул, потом посол. Я многое видел. Жестокость, цинизм, алчность. Но даже меня бросает в дрожь от того, что сейчас там творится. Войны вообще зачастую всегда выгодны правительствам, потому что это дикий подъем экономики, это оружие и так далее, и торговля оружием, контрабанда и там бесконечные. Так что задумайтесь вообще о смыслах войны и кому они вообще на самом деле нужны, эти войны, включая нынешние войны последнего, да, вот времени. А что нового на Скеллиге? И кто страдает от этих войн в первую очередь? Ничего. Ну, Островитяне же так спорно. этим гордятся, правда? Делать все согласно традиции, как деды и прадеды. А потому, как деды и прадеды, они грызутся друг с другом, крадут, иногда нападают на наши транспорты. Это утомительно, но не более того. Скеллиге всегда был на обочине истории. Там и останется. Ты так уверен. А если король Бран сумеет примирить ярлов и поведет их против вашего флота? Будет весело. Король Бран — немощный старец. Из того, что я слышал, он даже не помнит имен своих вассалов. Так что вряд ли что-то получится с объединением. Ой, сорян. Спасибо. Спасибо за помощь. Не за что. Пусть великое солнце освещает твой путь. Угу. Держи в курсе. Тихо. Не быкуй. Так, пойдемте, ускоримся немножко. Так, можно мне мою эту, шмотки мои? Чем могу служить вашей милости? Вещи отдай. Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Так иди и спаси ее. Он, кажется, что-то Умник, об этом блядь. говорил. Прощай. Что за додик, а? Так, а можно одеться во что-то более, так скажем, подобающее, что ли? Во. Вот это другое дело. Так, арбульку, кстати, надо завесить. Чего? Уровень 14. Где ж ты такие болты налутал?
Так, как-то мне... Кто здесь еще хочет? Ну-ка, заткнись там. В Гвинт? Так, давай. Да вообще на 10, прям изи. Я хочу сыграть в карты. Поехали. Угу, давай. Ну давай сыграем. Гадость, а. Блин, да ладно, у меня что, нет этого, что ли? Твою мать, да ладно. Дальнобойных и осадных. Десять. Ты чё, брат? На, лови. И чё ты сделал? Ну, окей. А, еще один, молодец. Может... О, молодец. Ага. С хера ли он выиграл раунд? Алло! 6-6 был счет, 10. Чё за колода, пацаны? Ты кто такой-то, дядя? Ни хера себе у него колода. Там просто, там, я не знаю, там такие карты у чувака. Слушай, надо колоду себе прикупить 100%. Я его не вывезу здесь вообще никак. Вообще никак. Слушай, сильный чувак. Сильно. Надо мне было колоду прикупить. Ну, мне здесь ничего делать. Ну, я проиграл здесь. Ничего нет.
Офигеть, у тебя дядя колода. Я тебя запомнил. Я докуплю колоду, мать твою, я к тебе приду. Хорошо. К этому жизнь меня не готовила. Надо хлам выкинуть из колоды, короче. Надо докупить. Я докуплю колоду, ребят. Я буду побольше в гвинт играть. Так, и чё? Отправиться в Велен. Велен это, по-моему, где-то здесь. Погнали. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиль. Колоду, да? Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер Геральт отправился на поиски Цири. Жестко. Слушайте, ну я колоду я замучу себе обязательно. Причем у меня была возможность купить хорошую колоду. Синие карты, я что-то даже не подумал, что они настолько жесткие. Может, из-за уровня сложности, то, что я на таком уровне играю. Карты для гвинта у торговцев еще. Я в курсе, ребят, можете даже не говорить. Я видел их у торговцев, я просто не стал их покупать. Но я думал, тут ложки все типа будут, знаешь, с кем играешь? Ага. Там 10. Ты видел у него карты какие? Жесткие. Ну ладно. Я запомнил. Ну что ж, ребята, отправляемся в Велен, Северная Тимерия, 5 дней спустя. Хорошее начало. Нормально. Доброе утро. Опять вспомнил «Пиратов Карибского моря», когда Воробей в этот порт заплывал. Красиво. Очень красиво. Ну что ж, друзья, а на этом мы серию сегодня закончим. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Ссылочка на плейлист Ведьмака найдете внизу в описании. Так же, как и множество игр других, может быть, интересных для вас. Всем приятного дня, удачи, пока-пока. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.